Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 20-я серия Code Geass Восставший Лелуш. Где мы находимся, я не знаю. И что это такое? Ну, это какой-то... В этом месте провозглашаем возрождение Японии как законной, независимой и суверенной нации. Ты кто? Савасаки, лидер группы, захватившей военную базу Фукуока, был главным секретарем Кабмина Японии и заместителем премьер-министра Куруруги. После войны он бежал в Китайскую Федерацию, но считается, что он сделал свой ход вследствие беспорядков, вызванных действиями Зера. Более того, до сих пор выясняют, причастен ли он к событиям ИЧР. Мы тут не при делах. А что слышно от Киото? Они понятия не имели, что такое произойдет. Им прислали одностороннее требование прав на добычу Сакура Дайта. Зара, Ага. что мы предпримем? Серия называется «Война на Кюсю». Война на Группа Кюсю. Савасаки сработала во взаимодействии с террористической организацией на Кюсю, отрезав сухопутный доступ к островам Хонсю и Сикоку, и при поддержке сил Ядунского военного округа Китайской Федерации они берут под контроль все большую территорию вокруг Фукуоки, Нагасаки и Уэйты. По словам Ну всё. генерала Цао из Китайской Федерации, это по существу гуманный акт помощи, который не противоречит резолюции Манильской конференции. И как Вот там как злой. Сузаку? Говорит, что сделать все, чего бы не потребовала миссия. Вот оно как. А как принц Шнайзель? Он сейчас в токийском поселении. Все случилось сразу после инцидента с Сузаку. Может, покровитель сейчас не с нами, но пока мы не решим эту проблему, у нас не будет иного способа, чтобы ответить на Гефион. Ага. Видимо, да. Кое-кто. Простите, но я недостоин быть вашим рыцарем. Если это из-за твоего неподчинения приказу, то брат Шнайзель сказал, что ситуация была экстраординарной, и тебя не в чем винить. Я не могу себя простить. Поэтому прошу вас. Видимо, Тебе Шнайзель в стала курсе. тягость быть рыцарем? Нет, я благодарен вам за это. Тогда Я вспомнил. Что? Что Я- вспомнил? Я убил своего отца. Все равно, Вспомнил? я не был за это наказан. Продолжал жить, как будто ничего не было. И теперь меня снова защищают. Пока другие умирают, а 11-е страдают, я получаю особое к себе отношение. Человек вроде меня такого не заслуживает. Я Воистину. такого не заслуживаю. О, все, начались полномасштабные боевые действия. Все. Идет. Принцесса Корнелия, мы несем слишком большие потери. А погода Корнелия. не дает использовать наши воздушные силы. Нам придется на время отложить операцию по высадке. Облом, да? Как Не в кайф удачно для проигрывать? нас разыгрался этот шторм. Надо использовать этот шанс для укрепления Кюсю. Видите, генерал Цао, небеса благоволят нам. Мы выиграем эту битву. Нет нужды вводить военное положение. Это только огорчит людей. Отправьте личную депешу министру иностранных дел. Ах да, а вы свяжитесь с институтом Таромы в Камбодже. Принц Шнайзель, чтобы использовать Тарому. Премьер-министр, Юфи, что-то случилось? я чем-нибудь смогу вам помочь? Как вице-наместница зоны 11, я хочу быть полезной. Спасибо тебе. Твоего желания помочь уже достаточно. Наместница распорядилась, чтобы вы не вмешивались в это дело. Сестра? Только из-за того, что я выбрала себе рыцаря без ее согласия? Нет, не в этом дело. Даже я думаю, что вопрос с Куруруги. Пожалуйста, пойми, Юфи. Корнелия в данной ситуации не может позволить себе рисковать. Хотите сказать? Дарлтон, касательно нашего вопроса. Я знаю кое-кого с нужными связями. Попросите его. Слушаюсь. О чем речь вообще? Фиг его знает. После Ладно. всех затраченных нами на подготовку усилий, думаю, что школьный фестиваль отменят. Тоже мне проблема, война же началась. Война? Может, они и прикрываются правительством, но на самом деле это война с Китайской Федерацией. Может быть. Нина, а как там выносные киоски Музея искусств? Сегодня планировали окончательно уладить этот вопрос. Я бы попросила тебя потом заскочить в отдел разработок, если сможешь. Ты говоришь об этом твоем подарке? А? О каком подарке? Профессор Ллойд просил передать ему, если найдется что-нибудь, чего бы мне хотелось. Ллойд? Этот бабник! Хватит! Работай давай. Вам легко говорить, но здесь работа на троих. Сузаку на службе, Калин болеет, а еще одного Лелуш? идиота нигде найти не можем. Что-то Ну, у него странное сейчас- творится с Лелушем в последнее время. Я была шокирована и до сих пор еще расстроена.
Как Лулу может быть Зеро? Я до сих пор никому не сказала. Хочу сначала встретиться с Лулу и спросить его прямо. Я действительно это написала. И почему я об этом забыла? То старший брат Наны на самом деле Зеро. Модуль парения для Z01. Контакт. Канал управления установлен. Бионика и все системы Потрясающе, ты работают показал наивысший результат на полетном симуляторе. Благодарю вас. Скажи Гавейн. мне, почему ты хочешь уйти из рыцарей? Против Гавейна. Готовят. Принцессу Юфи Почему? до сих пор устраивает моя кандидатура. Даже сейчас. Ну, Так что, если я доставлю ей еще больше неприятностей, я почувствовал, что в конце концов и она меня возненавидит. задолбал ты уже. Номинальная вице-наместница. Я с самого начала понимала, что буду такой. Я думала, что смогу постараться и покажу им, на что способна. Прости меня, брат Кловис. Я встретила Зеро, но не отомстила за тебя. Ну, И не смогла придумать способа спасти Лилуша и Нанали. У меня к слову. нет власти, как у сестры и Шнайзеля. Куда бы ни пошла, я всего лишь обуза. И в конце концов начинаю себя вести эгоистично. Я выбрала себе рыцаря наперекор совету сестры. Мгм. А теперь он ушел. А, меня тебе предупреждали. Тебе нужно получить подписанные документы. Член императорской семьи сейчас на экскурсии. Тоже. Так ты базаришь... Мы не будем сотрудничать с Савасаки. Это не независимое правительство, а марионетки Китая. Но они заявили, что именно японское. Это лишь смена господ. С ними у нас нет будущего. Нам придется проигнорировать их Японию. Что? Так ты говоришь, что... В их конфликт с британцами... Зеро, возможно, вам следует четко определить, какой курс у нашей организации. Он прав. Даже не беря во внимание вопрос Савасаки, какова наша основная цель? Сделать Токио независимой нацией. Независимый? Наций? Ты серьезно? Мы? Страну? Понятно, я так и думал. Ты тот самый. Подожди, не имеет значения, как разросся ОХР. Наш враг — нация, контролирующая треть мира. В одиночку нам не добиться успеха. Тогда ответьте, кого же вы ждете, чтобы победить Британию? Вообще в этом он прав. Кто-то сделает это за вас? Или думаете, что если долго ждать, шанс предоставится сам? Не будьте наивными. Если мы этого не сделаем сами, когда-нибудь никогда не наступит. Вообще вот в этом он прав. В этом тоже он прав. И у него есть средства. А теперь периметр. Ситуация Дельта. Пожалуйста, я только Это хочу главные поблагодарить ворота, принцессу экстренное Ефимию. закрытие, Только перекрытие один взгляд. входа. Только Повторяю, один взгляд. перекрытие входа, ведущее в здание. Та самая Маньячка. Изабелла. Пожалуйста, пожалуйста. Открыть 4-ю комнату, направляемся туда. Прекратить! Это девочка, моя подруга. Маньячка-лесбиянка. Хорошо, прояснилось. Теперь мы опять можем попробовать высадиться. Попробуем воплотить в жизнь предложение принца Шнайзеля. Думаете, Скпир сможет прорваться? С Куруруги это возможно. Использование этого человека бывает проблемным. Все равно, на Да. том корабле нет командующего, это лишь вопрос технологии. Приближаются ракеты. Точка запуска — военная база Фукуока. 1 А. минута 5 секунд до контакта. Неплохо. Они хорошо подготовились и к атакам с воздуха. Ты Будем что? вести плотный И огонь. снова. У нас и так все в порядке. О, вот это да. Подтверждаю Интересно. контакт. Вражеский летающий объект уничтожен. Одному кораблю нас не победить, пусть даже это и последняя модель. Что за... В конце концов, на примере Да. Ланселота мы убедились, что система работает. Майор Куруруги, повторяю в общих чертах план миссии. Корабль прорывается сквозь вражескую линию фронта на большой высоте и движется к точке вашего запуска. Используя Ага. модуль парения прототип комплекса современного вооружения Z01 Ланселот, атакует штаб противника на военной базе Фукуока. Кроме того, модуль парения потребляет много энергии, поэтому следите за интервалом, в протяжении которого машина будет работать. Я слушаюсь, милорд. Давай. Давай, уничтожай. Главный двигатель. Форсаж. Ланселот, запуск! Запуск. Да. На самом деле, печально за этим наблюдать. Да, это марионетки Китая, но...
Кстати. Похоже, вражеский корабль запустил бомбардировщик, но он быстрее истребителя. Есть картинка. Найтмер. Не транспортируется по воздуху, а летит сам по себе? Может ли это быть тем, о чем докладывали? То самое чудо-оружие? Тогда его пилотирует... Да, он. Тот самый, и это печально капец. На данный момент оккупировавшая область Кюсю сражается за суши Савасаки. Проще говоря, потеряв его, это новое японское правительство рухнет. И если Китайская Федерация потеряет свой повод, находиться здесь им придется немножко отступить. Ну, экшен на самом деле очень красиво сделан. Куруруги, как всегда, слишком хорош. Знаете, что он творит, а? Блин, да он всю авиацию к черту разнес. Вот он, вражеский штаб. Его дает. Нет, все. По открытому каналу. Говорит Савасаки. А. К нам приближается сын Куруруги. Да. Понятно. Так вот, какой у него сын. В тот раз, когда вы спасли меня, принцесса Юфемия, я увидела богиню. От вас как будто сияние исходило. Простите меня. Мне следовало поблагодарить вас за смену одежду. Не беспокойся об этом. Кроме того, я совсем не такая замечательная, как ты думаешь. Я никчемная в сравнении с братом и сестрой. Это неправда. Говорите, что вы никчемная. Вот во мне вообще ничего хорошего нет. Правда, совсем ничего. Ой, господи, два Родители у меня депрессушных обычные. деваки. Ни капельки некрасиво. Неправда. Я думаю, что ты очень милая. О. Да нет. Я никчемная. Совсем. Она ненавидит себя. Ведь и я тоже такая. Хотя я понимаю, что не стоит. Когда я думаю о Сузаку, я... Точно, и Сузаку тоже. Поэтому, пожалуйста, не говорите, что вы никчемная принцесса Юфемия. Потому что вы мне нужны. О, как. Спасибо, Нина. Я рада, что встретила тебя. Я кое-что узнала. Это не имеет отношения к моему отцу. Я прибыл, чтобы закончить эту битву. Если вы сдадитесь... Планируешь украсть у Японии мечту о независимости? О, боже. Тогда осуществите ее правильными методами. Думаешь, это прощает тебе твой эгоизм? Такая твоя идея справедливости без идеологии? Ошибаетесь, я... О. Мой Варис. Держись. Черт, почему я за него? Ганлу? Отвлекся на разговор со мной, ему еще учиться и учиться. А этот козел молодец. Юфи? Брат Шнайзель, пожалуйста, позволь мне сделать приватный звонок. О, как. Проклятье! Элемент питания! Что? Модуль парения тоже разрушен? Нужно атаковать базу напрямую Авалона. Не получится, не получится. Щит не полностью покрывает нас. Нас просто собьют. Сузаку, перенаправь все питание на боевые коммуникационные системы. Слушаюсь. Сдавайся, Сузако. Ты сын Куруруги, поэтому гарантирую тебе достойное обращение. Да, интересно Забудьте. какое. Если я использую имя своего отца ради такого, никогда себя не прощу. Ясно, ты воистину сын своего отца. Такой уж упрямец, каким и он был. Да уж. По нему видно. Принцесса Юфимия. О, как? Сузаку, по правде говоря, я тебя... Простите, но прямо сейчас... Сейчас не время. Сейчас вот нашла время, блин. Чтобы ты меня любил. Слушаюсь. Что? Теперь-то что? Простите, это личное. И взамен я буду любить тебя. Принцесса Юфимия. Сузаку, Есть, мне а? нравится твое упрямство и твоя доброта. Твои грустные глаза, твоя неуклюжесть и твои неприятности с котами. Не время сейчас ему это все говорить. Поэтому, пожалуйста, не ненавидь себя. Понимаю. Я только заставил вас волноваться еще больше, да? На самом деле всегда все делаете, не раздумывая. Под влиянием мимолетного импульса. Когда мы впервые встретились, когда вы впервые объявили о том, что принцесса, когда определили меня в школу, когда сделали меня рыцарем, всегда. Да, вот так сразу. Потому что
Я неожиданно осознала. Да ладно, Именно ваша осознал. непредсказуемость и дала мне шанс. Благодарю вас. Вы чем занимаетесь? Остановить его! Да Могу уж. я вас попросить кое о чем в последний раз? Ну, Даже если со мной что-то случится, прошу вас, не надо ненавидеть себя. А после уничтожьте все упоминания о том, что со мной случилось. это как? Не хочу, чтобы мои друзья горевали. Скажите им, что я перевелся или что-то вроде того. В школе. Неужели ты... У меня закончилась энергия. Ау. Простите, попрощайтесь за меня с Сесиль, Ллойдом и принцем Шнезелем. Эгоист до самого конца. Правда? Сусаку, не умирай! Да, он Ты не должен умрет. жить! Врубай. Что это? И глазики. Огонь! Да ладно. Что это было? Что-то только что появилось на радаре. Система стелс? Есть картинка. Я так и... Да ладно, Гавейн? Лилуш? Серьезно? Так значит, А, нет. белоголового зовут Ланселот? Сражается безрассудно, как и всегда, правда? А там что, Да, двоих? но похоже в этот раз у него есть подстраховка. Прорвать одним бойцом основные силы и застать их врасплох. Даже провал не помешал бы Корнелии готовить атаку. Шнайзель, это ты придумал этот план? Люди, вы стоите у меня на пути. Интересно, Я думала, как... что адронная пушка не была закончена. Он может скрещивать лучи в одной точке. Но я хотел быть тем, кто доведет ее до ума. Похоже, что применение возмутителя Гефион сработало. А вот система парения меня уделала. Так и думала, мой оппонент пудинговый граф. Мы Ага. сотрудничали, сами того не зная. Меня сейчас тошнит. Да уж. Куруруги, Ланселот еще на ходу? Так я и думал, это ты, Зеро? Ну, Зеро? Это открытый канал. Да, найти источник, определить цель. Элемент питания? Я собираюсь уничтожить вражеский штаб. А ты что будешь делать? а ну. Пойдут вдвоем. Вот это поворот событий, на самом деле. Я не думал, что так все повернется. Ну, Прости, Зеро, но ты не сможешь осуществить задуманное. в смысле? Потому что я разнесу его первым. А, господи, братское сопротивление друг против друга. Да ладно. Нет, на самом деле я не ожидал, что Высылайте сейчас... всех, остановите их, остановите Зеро и Куруруги. Что Лилуш сейчас... Я думал наоборот, что он их к себе подчинит. И песня, пошла песня Разве ты не какая-то. сражаешься на стороне тех, кто скорбит по Японии? Не совсем Орден Черных Рыцарей против любого, кто несправедливо прибегает к насилию. Несправедливо? Я делаю это ради Японии. Вообще, Савасаки, если это ради Японии, то почему вы сбежали в Китайскую Федерацию? Ага. Надо было остаться ради всеобщего блага. Ты сосунок! Кстати, очень даже неплохо. Тодо же остался и все его люди. Операция Гавейна. И И Ланселота. Сузаку. Или Луша. А, у нее... А ты вслух не говори, а? Зеро, что? Так точно, вместе с Куруруги. О чем, черт возьми, думает этот человек? Послать одного Гавейна, чтобы потом скрыться от британцев, было правильным решением, правда? Все равно было бы проще дать Гурану их прикрывать. А, Мне теперь все равно нельзя ни дома, ни в школе показываться. ага. После всего этого работать вместе с Ланселотом — это так. Для вас важна была не победа. Участие ОХР в этой операции — неопровержимая истина. Конечно, об этом не объявят официально, но Да. слухи разойдутся. Как сказал Зеро, это заявит миру о нашей позиции. А, я понял, чего он добивается. Что плохого в том, чтобы отправиться за помощью и дождаться шанса? Ведь именно это и называют стратегией, не так ли? Мы все еще можем организовать линию обороны в Кагасиме. Точно, благодарен вам за помощь. Его кинут. Здрасте. Савасаки, Вот вы и приехали. Невозможно! Взять крупнейшую твердыню на Кюсю и практически без усилий. Ну, технологии. Террористическая деятельность в области Кюсю, проводимая террористической группой, была подавлена молниеносной атакой принцессы Корнелии. Ага. Операция привела к поимке Асуши Савасаки. Более половины помогавших им из Китайской Федерации также взяты в
Комментируя этот инцидент, лидеры Китайской Федерации заявили, что эта операция была несанкционированной инициативой командующего военного округа генералом Цао, ссылаясь на параграфы Тибетской конвенции о прочном возвращении военнопленных. Конечно. Сузаку Куруруги докладывает о своем возвращении. Молодец. С возвращением. Сузаку. А теперь уединитесь, давайте, раз уж признались друг другу. Фаворита себе нашла. Да, чувак. Послушай. Да, японский красавчик. Наконец-то я понимаю. Мне не нужна идеальная страна, великая справедливость или нечто настолько же абстрактное. А что? Я просто хочу видеть, как люди улыбаются. О, боже мой. Улыбки людей, которые мне дороги, и тех, кого любила раньше. Ты мне в этом поможешь? Так точно, Ваше Высочество. Да. Короче, Савасаки, этот один из премьер-министров, там помощник премьер-министра, или кто там он был, когда Куруруги был у власти, отец Судзаку, когда был у власти, он был в его штабе, свалил в Китай ныкаться. Ну, на самом деле, его бы схватили, но все, с кем сотрудничает Зеро, между прочим, все остались в Японии. Один то до чего стоит. Война на Кюсю. Да. На самом деле, Zero... Понимаете, в чем дело? Смысл вообще во всем этом в том, что у Zero есть очень жесткие методы. У Лелуша есть очень грамотные методы и читерские, скажем так, методы ведения войны, учитывая его глаз. Его глаз не раз спасал его жизнь. И это очень-очень действенный, на самом деле, скажем так, это равносильно ядерной бомбе, то, что у него в глазу есть. И благодаря этому он очень много чего добился. Да, нет, его ум, его разум, его таланты как лидера, как стратега и так далее, это очень важно, но если бы не этот глаз, ничего бы не было. Я это сейчас к чему веду? Я понял, чего он добивается. И то, что хотел Савасаки сделать, в итоге Япония, если бы она одержала бы победу, стала бы марионеткой Китая. То же самое, между прочим, хочу аналогию привести, то же самое было во времена Второй мировой войны, когда вот Китай, когда это была монархия, когда там был император, и когда Китай перестал быть монархичной страной и стал республикой, а затем вообще коммунистической страной, последний император, который, извините, я не помню его имени, он сбежал в Японию. Вообще он очень много бегал. очень много скрывался. Ну, был таким императором в изгнании. Вместе со своими женами. И в итоге он примкнул к... Ну, точнее, с ним связалось японское правительство. И они сказали, что мы поможем тебе. Япония тогда была на стороне Германии. Это во время Второй мировой войны. И Япония захватила Манчжурию во время Второй мировой войны и территорию Китая. И назвал ее Манчжоу-го. И чтобы, скажем так, продемонстрировать легитимность и законность этого захвата, оно поставило этого императора, китайского императора, там как император. Ну типа да, вот, пожалуйста, мы ничего не делаем с Китаем, мы наоборот, мы ему помогаем. Вот мы императора, мы ничего плохого не делаем. Вот император сам попросил нашей помощи, и мы ему помогаем. Вот так это получилось, но по факту Манчжоу-го это было марионеточное государство, абсолютно марионеточное государство, которое было богато, как я понимаю, ресурсами, и эти ресурсы полностью шли на пользу Японии. И этот император, к сожалению, был не другом, а заложником всей этой ситуации. Его потом там судили, и он стал обычным покровителем Китая, ну, обычным подданным Китая, обычным рядовым сотрудником, человеком. Так, ну, показательная порка была. Здесь происходило то же самое, только наоборот. Теперь Япония помогала типа Китаю, а потом Япония стала бы марионеточным государством Китая. И все. Что делает Zero? Он хочет, и у него есть на это средства, у него есть на это возможности создать независимый... Я понял, что он хочет сделать независимый... Ну, короче, он из Японии хочет сделать автономную республику. Под эгидой Британии, но как свободное автономное государство. Вот как я понял, он этого хочет добиться, и поэтому он сейчас помог Судзаку.
Этим он проявил свои намерения, что я не хочу быть ни за вас, ни против вас. Просто я вижу несправедливость. Вот он очень по-хитрому все сделал. Я вижу несправедливость, и я хочу с ней бороться. И если есть возможность это делать с вами на законных основаниях, то я готов этому следовать. Вот он хочет сейчас втереться доверие к британцам и сказать, что, давайте сделаем так, чтобы Япония, будет под вашей эгидой, но хотя бы давайте по-человечески сделаем так, чтобы это было, называлось Японией, чтобы люди снова имели собственную страну, собственные права наравне с вами. Вот этого он хочет добиться. И он это, между прочим, очень грамотно добивается тем, что он показал уже свою силу. Из-за этой силы, которую он продемонстрировал, Китай осмелился на дальнейшие действия, на такие радикальные действия, да и бог знает, кто еще осмелится на такие действия. И по факту Лелуш сейчас перешел на пряник. Сперва был кнут, а теперь пряник. Ребята, со мной шутить не надо, но и полным геноцидом заниматься я тоже не хочу. Так что будьте добры, сядем за стол переговоров. Уже на равных условиях. Он их парочку раз хорошенько поимел. А теперь он хочет просто с ними сесть, на равных общаться за столом, потому что есть возможность. И потому что так люди меньше погибнут. Видимо, Тодо с этим согласен. Я за Тодо очень слежу, потому что, это один из самых крутых персонажей. Мне он очень тут нравится. И Юфимия призналась в любви. Я требую, чтобы ты меня любил. Слушаюсь. О, да, как это было романтично. Господи, да ладно. Чувиха, ты до сих пор там в своих чувствах не разобралась. Да ладно, серьезно. Что ж, это была 20-я серия. Ой, Лелуша. Восставшего Лелуша, господи. Код Гиаса, восставший Лелуш. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 21-й серии. И сезон уже заканчивается уже постепенно. Так что удачи.